Песков наконец-то начинает говорить правду, что поставило под удар экономику ЕС. Тайная встреча Трампа с Зеленским. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Украина получает еще больше истребителей от партнеров. Эпопея с роумингом продолжается, когда союзное государство сотрет внутренние границы. Что может спасти Францию сейчас? Что задумал Макрон? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Владимир Зеленский может использовать поездку в Париж для кулуарных переговоров с Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, которые утверждают, что попытки организовать встречу Зеленского и Трампа идут полным ходом. Детали пока не согласованы и, скорее всего, останутся тайной до последней минуты. Встреча будет максимально закрытой, без камер и лишних глаз. Макрон встречается с Трампом в Елисейском дворце, а сразу после этого встретится с Зеленским. Есть вероятность того, что произойдет трехсторонняя встреча, хотя официального подтверждения пока нет. Дипломаты намекают, такая возможность на столе. На фоне политического кризиса во Франции после отставки правительства Макрон пытается укрепить свой имидж глобального лидера. О том, поможет ли это Макрону сохранить подобие стабильности таким образом и к чему идет ситуация во Франции, мы поговорили с экспертом в международных отношениях, человеком, который давно и внимательно за ними следит, Богданом Ференцем. Политический кризис, который, по моему мнению, как раз спровоцирован тем, что Макрон как президент проигнорировал результаты парламентских выборов, на которых как раз левоцентристские силы получили победу, и тем самым образом они не дали возможности партии Ле Пен, правопопулистам, получить власть и влияние. И таким образом они, конечно же, не ожидали, что кандидат будет на премьера от их политической силы, которая получила большинство. Макрон решил все-таки своего человека номинировать, и это правительство очень быстро рассыпалось с точки зрения голосования в этом недоверия. Поэтому дальше будет кризис договоренности. Не знаю, смогут ли они договориться, но все готовятся на президентские выборы, хотя они не так скоро. Но основные требования как раз провести раньше президентские выборы. Союзное государство с роумингом, так теперь нельзя будет называть объединение РФ и РБ, на заседании Высшего государственного совета союзного государства в Минске приняли резолюцию о снижении тарифов на связь и передачу данных между Россией и Беларусью. Как сообщают пропагандисты, новые комфортные тарифы, как их назвали, вступят в силу 1 марта 2025 года. Разговоры об отмене роуминга между странами начались с момента создания союзного государства в 1999 году. Потом несколько раз к ним возвращались, но так ничего путного и не вышло. Ради мирной и цивилизованной жизни наших граждан. Теперь власти решили действовать поэтапно, назвав новые условия максимально комфортными. Полностью отменить роуминг, как бы ни старались, так и не получилось. Венгерские спецслужбы следили за европейскими политиками, разведка не церемонится даже с высокими чинами Евросоюза. Шпионские скандалы продолжают потрясать Будапешт. Согласно расследованию венгерского центра Direct36 и бельгийского издания The Tid, информационное управление Венгрии активно шпионило за представителями ЕС, которые приезжали в страну. Как сообщает Политико, со ссылкой на расследование, венгерские агенты обыскивали гостиничные номера европейских чиновников, прослушивали их телефонные разговоры и сливали данные с ноутбуков. Особенно пристальное внимание уделялось следователям Европейского бюро по борьбе с мошенничеством ОЛАФ. Почему именно им?
ОЛАФ копала под венгерскую компанию, связанную с зятем Виктора Орбана? Да нет, должно быть это совпадение. Чиновники ОЛАФ, прилетевшие в Венгрию для расследований, находились под постоянным наблюдением. Их автомобили сопровождали, а мобильные телефоны прослушивали, но это только вершина айсберга. По данным расследования, обыски номеров, скачивание данных с техники — стандартная процедура венгерских спецслужб, когда в страну приезжают делегации ЕС. Будапешт давно обвиняет в использовании шпионских методов для борьбы с журналистами, активистами и оппозицией. В 2021 стало известно, что венгерское правительство закупило израильский шпионский софт «Пегасус» для слежки за неугодными, а в этом году под кибератаку попал евродепутат, критиковавший Венгрию. На этом фоне неудивительно, что НАТО уже ограничивает обмен разведывательной информацией с Венгрией, опасаясь утечек и предательства. Еще про Венгрию, премьер-министр которой продолжает шантажировать Евросоюз. Виктор Орбан вновь угрожает блокировкой. Теперь он пригрозил наложить вето на следующий долгосрочный бюджет ЕС, если Венгрии не разморозят миллиарды евро, замороженные из-за коррупции и нарушений верховенства права. Об этом он заявил в интервью венгерскому радио и пишет об этом Bloomberg. Даже если бы Орбан продолжал ветировать бюджет Европейского Союза, то Европейский Союз просто шел бы по лекалам предыдущего бюджета, и коллапса этого блока не произошло бы. Но дело в том, что мы знаем и надеемся, и не только мы, что Европейский Союз до 2035 года расширится. А если Европейский Союз будет расширяться, то, соответственно, определенные финансы должны быть заложены и на это. Бюджет расширения, так называемый. И вот без этого бюджета расширения говорить о том, что Украину, Молдову или балканские страны будут интегрированы в Европейский Союз, уже не приходится. Орбан четко дал понять, если Венгрия не получит доступ к деньгам, новый 7-летний бюджет ЕС с 2028 года можно считать под угрозой. Если мы не получим эти средства в 2025 и 2026 годах, то мы заберем их в 2027 и 2028 годах. Иначе ЕС останется без бюджета, потому что я не соглашусь на это. На кону около 20 миллиардов евро, которые Евросоюз обещал, но не дал Венгрии. Инвесторы называют эту сумму ахиллесовой пятой венгерской экономики. В декабре 23-го ЕС разморозил 10,2 миллиарда евро после того, как Венгрия выполнила условия Еврокомиссии по реформе судебной системы. В марте 24-го Будапешт разблокировал еще 2 миллиарда евро, подчинившись требованиям об изменении образовательной политики и улучшении гендерного равенства. Но этого оказалось недостаточно. Ситуация усугубляется штрафами. В июне суд ЕС обязал Венгрию выплатить штраф 200 миллионов евро и 1 миллион евро за каждый день промедления за отказ соблюдать миграционные процедуры Евросоюза. Мы поговорили об этом с экспертом, есть ли перспектива для Евросоюза, пока в нем есть Венгрия. С новым составом Еврокомиссии, снова старым составом Еврокомиссии, скажем так, потому что Урсула фон дер Ляйен получила опять свой пост как главы Еврокомиссии, они будут искать механизмы, как договориться с Орбаном, и в частности также лидеры ключевых стран Европейского Союза, что мы наблюдали неоднократно. Но Орбан будет пытаться также использовать этот инструмент вето для того, чтобы получить обещанные, например, Европейским Союзом в контексте бюджетирования Венгрии. Это такая уже игра, скажем так, политическая между Будапештом и Брюсселем, которая отчасти напоминает, знаете, партнерство, но с высоким уровнем недоверия. Вот Орбан, он прагматик, и он понимает, что если сейчас момент формирования бюджета ЕС и принятия решения, и этот момент упустить для того, чтобы получить свои плюшки со стороны ЕС, он этот момент не упустит. Будапешт пообещал исправиться, но слова Орбана о бюджете ЕС указывают, что стратегия давления и шантажа остается его любимым инструментом, но последствия этого шантажа могут быть гораздо серьезнее, чем просто финансовый кризис внутри страны.
Украина получила вторую партию F-16 от Дании. Западные истребители продолжают поступать на вооружение ВСУ. Истребители из первой партии, переданные ранее, уже выполняют боевые задачи, сбивают российские ракеты, спасают жизни украинцев и защищают инфраструктуру от постоянных ударов оккупантов. Об этом говорит президент Украины. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор. Дания явно держит свое слово, показывая другим союзникам, что поддержка Украины – это не просто дипломатические заявления, но и конкретные действия. Пресс-секретарь Путина начинает наконец-то говорить правду. Правда, больше это похоже на неудавшуюся шутку, но тем не менее. Пропагандисты спросили Пескова о том, как будет проходить встреча Путина с медиа. Вот сейчас в прямой линии несколько иностранных журналистов приедут специально. Да. Карлсон, случайно, опять там в третий раз не приедет? Нет, не приедет. Карлсон может только прилететь. В Колумбии задержана 23-летняя Карен Хулиета Охеда Родригес, известная под прозвищем «Кукла». Ее подозревают в серии заказных убийств, включая убийство собственного бывшего парня, который, по данным следствия, задолжал ей деньги. Свою криминальную карьеру Карен начала в 18 лет, еще будучи школьницей. За 5 лет она поднялась по иерархии преступной группировки «Лос де ла М», специализирующейся на вымогательствах, контрабанде и заказных убийствах. Арест Куклы стал возможен благодаря совместным усилиям колумбийской полиции и спецслужб, которые долгое время вели наблюдение за деятельностью Лос де ла М. Содержание Карен Хулиеты Охеда Родригес – значимый шаг в борьбе с организованной преступностью в регионе. И тут очень интересно заметить, что женщины все чаще занимают ключевые позиции в преступных структурах Латинской Америки, демонстрируя жестокость и хладнокровие, сравнимое с их мужскими коллегами. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.